Всем большой привет, с вами Глеб Орел, олимпиадный репетитор по физике, а также основатель онлайн-школы Тесла по опыту к ЕГЭ Олимпиадам. И сегодня мы с вами решим такую некоторую забавную задачку. Вот посмотрите на вот этот рисуночек. Ну согласны, просто что тут делать? Просто кто-то тянет некоторый брусочек с какой-то там скоростью, нужно найти силу натяжения нити. Ну, вроде обычная задача обычного девятиклассника, правильно, да? Вроде хочется так в школе дать, раз-два, но каждый школьник ее не решит. То есть просто в школе дашь, никто не решит. Даже учитель может не решить. А что в ней не так? А потому что почему-то многие начинают думать, что может быть там вообще движение по окружности, хотя и так будет видно, что прямая. Но это мы с вами разберем. Но самое главное, давайте посмотрим, что на самом деле эта задача, ну или подобие этой задачи было на финале России. Так что здесь будет что-то каверзное. Ну и как всегда, данную задачу мы с вами будем решать с подробным оформлением и с мощной раскачкой, чтобы все прочувствовать и полностью проанализировать эту модель. Так что давайте начинать. Стоп. Но перед началом, если ты реально хочешь механику полностью и мощно зашарить, чтобы пришел на Олимпиаду и как король просто здесь был в механике, ведь в каждом классе на Олимпиаде будет хотя бы одна задача на механику. Поэтому механику ты обязан шарить. Поэтому летом у нас будет проводиться супер олимпиадная смена по механике. Смена Ньютон. Все подробности ты увидишь по ссылке в описании. Переходи и записывайся. Я тебя жду. И, кстати, если кто сдает ЕГЭ по физике в этом году, 24-м, то залетайте ко мне на интенсив флэш к ЕГЭ по физике этого года, где мы с тобой полностью вспомним все оформление, как что должно оформляться, чтобы ты ни один балл на этом не потерял. И при этом все темы полностью четенько разберем и повторим. Так что присоединяйся, ссылочка также в описании. Прочтем условия нашей задачи. К грузу массой маленькой, находящемуся на гладкой горизонтальной поверхности, прикреплена невесомая нерастяжимая нить, перекинутая через блок. Школьник Вася вытягивает горизонтальный конец нити с постоянной скоростью в ноль. Давайте здесь отметим. Постоянная скорость в ноль. С какой скоростью движется груз в момент, когда наклонный участок нити составляет угол альфа с горизонтом, чему равна сила натяжения нити в этот момент времени? Да, интересно. При каких соотношениях параметров задача груз оторвется от горизонтальной поверхности? Блок находится на высоте h большой, размерами блока и груза можно пренебречь. Ускорение свободного падения равно g. Отлично, вот наши условия. Самое главное, что для себя нужно было пометить, что мы будем с вами двигать эту нить со скоростью v0, которая будет постоянной, и хотим найти силу натяжения нити. На самом деле звучит максимально легко, но давайте посмотрим на деле. Ну что, изобразили тогда наше дано. Нам будет известна постоянная скорость v0, известен уголочек альфа, известна масса маленькая нашего брусочка и вот это высота h большое. Так что давайте приступим к решению. Так, первоначально мы хотим найти скорость маленькой нашего брусочка. Вопрос, конечно, хороший. А куда, во-первых, направлена эта скорость? Смотрите, как вы понимаете, из того, что вы тянете за ниточку в этом направлении, то ниточка, в свою очередь, здесь будет как-то тянуться вот сюда. Правильно? Значит, как вы понимаете, наш брусочек будет двигаться сюда. При этом, так как он двигается по горизонтали, значит, он будет двигаться вдоль прямой, и причем вправо. То есть это вот эта скорость маленькая, здесь мы с вами отметим. Наша вот она скорость маленькая. Угу. И теперь мы ее хотим найти. Ну и что нам будет здесь известно с точки зрения скоростей вдоль нити? Смотрите, здесь мы с вами двигаем со скоростью в 0. В этой точке мы тоже будем иметь скорость в 0. То есть эта точка нашей нити тоже будет иметь скорость в 0. Эта точка также будет иметь скорость в 0. И эта точка будет также иметь скорость в 0. А потом вдоль блока, каждой из этих точек, у нас тоже будет по касательной направлена вот эта скорость. И будет также выражена как v0. Поэтому мы с вами можем рассмотреть, знаете, вот такую точку, которая прямо в самом конце начинает касаться нашего блока. То есть она уже касается, а вроде уже не касается. И тогда по касательной здесь у нас будет направлена эта скорость этой точки, принадлежащей нашей нити. И эта скорость у нас также будет выражена как v0. То есть везде здесь касательные составляющие нашей скорости, они будут выражены как v0. Вот здесь. А потом в чем прикол? У вас получается здесь начинает твердое тело как-то в свою очередь по-разному двигаться. То есть оно здесь будет еще иметь некоторую угловую скорость. Поэтому скорость каждой из этих точек, она уже будет своя другая. Но это, кстати, распределение можно в свою очередь найти. Поэтому давайте мы с вами выделим некоторый такой участочек, который я здесь отдельно просто изображу. То есть у нас будет участочек из точек А и точки Б. Давайте попробуем это здесь себе визуализировать. То есть получается, вот наша будет нить. Здесь у нас будет точка а здесь у нас будет точка Б. И при этом нам будет известно, что скорость этой точки нашей нити, то есть точка Б, она принадлежит нашей нити.
Давайте изобразим эту скорость в 0. Она будет направлена здесь по касательной, то есть вдоль нити. Вот она в 0. А скорость точки А, которая принадлежит нашей нити, ее скорость будет выражена как v маленькая. Почему? Потому что, как видите, здесь это точка А, где у вас происходит как раз сцепление вашей нити и блока, ну или этого маленького брусочка. Так как брусочек движется со скоростью v, он двигается поступательно, скорость каждой точки будет выглядеть как v маленькая. Значит, здесь, так как они двигаются без отрыва и вообще как единое целое, поэтому в точке А также будет скорость v маленькая. Это давайте мы с вами здесь и проиллюстрируем. Вот она будет горизонтальная скорость v маленькая. Также мы с вами должны не забыть, что уголочек альфа между скоростью v маленькая и нашей нитью будет здесь, вот он, альфа. И что мы здесь с вами вспомним? Что у нас есть такая вещь, как правило палочки. Ну, что это обозначает? Это обозначает следующее, что так как у вас расстояние между этими точками, оно неизменно, то значит для каждой точки будет верно следующее, что проекция каждой точки на направление вашей нити, вашей скорости, она будет везде одинаковая. То есть, например, в точке B проекция на нить, у вас будет скорость v0. Правильно? Ну, проекция скорости v0 будет здесь выражена как v0. А вот чтобы найти проекцию скорости v на направление нити, мы, в свою очередь, должны все-таки опустить перпендикулярчик. Давайте это мы здесь сделаем. Опускаем вот этот перпендикулярчик. И получаем, что вот эта как бы компонента нашей скорости, она, в свою очередь, должна быть как раз-таки как v0. То есть проекция скорости нашей точки, принадлежащей нашей нити, на направление нашей нити, вдоль нити везде одна и та же. Поэтому это должна быть скорость v0. Поэтому, как вы видите, из этого прямоугольного треугольника, что мы с вами получаем? Что v маленькая помноженная на косинус угла альфа, это у нас будет как просто v0. Поэтому отсюда я мгновенно получаю, что скорость v маленькая у нас будет выражаться как v0, деленное на косинус угла альфа. Все, мы можем считать, что мы с вами получили ответ на первый вопрос данной задачи. Так, ну давайте пойдем тогда дальше. Второе. Ну, на самом деле здесь, так как уже от нас требует сила насыщения нити, давайте мы с вами запишем второй закон Ньютона, то есть распишем, какие силы будут действовать на наш брусочек. Но вспомним, так как все это располагается в поле тяжести Земли, то у нас будет действовать здесь сила тяжести m маленькая на g, m маленькая g. Можно, кстати, вектор поставить, но так как я везде у нашей скоростей вектора не ставлю, давайте мы здесь просто вектора не будем изображать на наших силах, потому что в олимпиадах это можно делать. То есть ЕГЭ, конечно, мы везде должны значки вектора поставить. Но здесь можно и без них делать, просто я и так скорости без вектора пишу. Так, потом здесь у нас будет n, то есть нормально составляющая сила реакции опоры. И также у нас будет здесь действовать сила t, то есть сила натяжения нашей нити. Вот наш будет сила t. Ну и что мы с вами можем записать по второму закону Ньютона? Кстати, в олимпиадах мы можем сократить, поэтому можем написать, что 2 за n. В ЕГЭ же лучше написать по вторзак, то есть по второму закону Ньютона. Мы с вами получаем, что масса, помноженная на ускорение, это у нас будет что? Это просто будет сумма сил t плюс n вектор и плюс, конечно, m маленькая на g. Отлично. Давайте сразу попробуем понять, куда у нас будет направлено ускорение. Хотя это на самом деле здесь не обязательно, но мы можем попробовать это сделать. Как это можно понять? Ну, смотрите. Вот частая ошибка людей в том, что они начинают думать, что типа здесь какое-то происходит вращение по нити, что-то типа того. Ну, нет, никакого вращения здесь нет. Вы же видите, что вот реальная траектория движения вашего брусочка, это будет просто прямая, ведь он двигается вдоль горизонтальной прямой. Все. Поэтому его ускорение может быть направлено как сюда, так и сюда. Но никак ни сюда, ни сюда, ни сюда, ни сюда. Только параллельно нашей горизонтальной прямой, потому что у нас прямолинейное движение. Но это вопрос, сюда или сюда? Это можно понять. Как? А давайте посмотрим. У вас же получается, что со временем, как только вы сюда двигаете, у вас уголочек альфа, он начинает увеличиваться. То есть альфа у вас увеличивается, если так подумать. Можно это попробовать себе по скриптам записать. Сюда по скриптам я запишу, что альфа у нас увеличивается. Следовательно, как вы помните из математики, косинус угла альфа у нас будет уменьшаться. Ну а тогда, как вы понимаете, v маленькая выражена как v0, деленное на косинус альфа. У нас 1 деленное на косинус альфа будет увеличиваться, значит v маленькая у нас будет увеличиваться. То есть скорость v маленькая у нас увеличивается, значит ускорение все-таки будет смотреть туда же, куда и наша скорость. Это если вот так вот проанализировать в данном случае. Давайте попробую изобразить наше вот это ускорение а маленькая вектор. Угу. Ну и после этого давайте, конечно, мы с вами введем некоторые оси.
и на ней все это спроецируем. Здесь проще всего будет ввести вот такую горизонтальную ось X, ну и также вертикальную ось Y. Они здесь проще всего даются. Ну, тогда пишем. Проекция на ось X. Что мы с вами получаем? Проекция на ось X у нас будет MAX, хотя у нас вектор А смотрит туда же, когда ось X, поэтому мы можем сразу же написать просто MA. Но давайте для начала, чтобы я смог решить первым способом, я просто оставлю MAX. MAX. Это у нас будет что? Это просто будет проекция силы T, потому что сила N и сила тяжести на ось X, они дают нулевую проекцию. Значит, это будет просто T на косинус угла альфа. Угу. Но, кстати, как вы понимаете, вот ровно отсюда я могу сразу выразить силу T. Она будет выражаться как MAX, деленная в свою очередь на косинус угла альфа. Интересный, занятный момент. Но здесь возникает вопрос, а можно как-то по-другому выразить силу T? Потому что здесь как нам неизвестно AX. Давайте по-другому. Запишем все в проекции на ось Y. Записываю, что MAY, во-первых, это будет равно нулю, потому что у вас именно параллельная оси X, то есть перпендикулярная оси Y, поэтому, ну, конечно, у вас проекция на ось Y будет равно нулю. Вы все-таки здесь не подпрыгиваете, с вами здесь ничего не происходит. Вот, тогда мы получаем, что это будет n минус m маленькая g. И опять частая ошибка, что люди оставляют так. Но, ребят, силу t-то не забываем, получается, это у нас будет плюс t на синус альфа. Плюс t на синус угла альфа. Поэтому отсюда я могу, кстати, выразить следующее. Это будет n плюс t на синус альфа. Это, в свою очередь, у меня будет выражено как m маленькая на g. Вот мы получаем такой результат. Ну и как вы понимаете, если я отсюда попробую силу t выразить, то у меня возникает неизвестная n, которая, кстати, не равна силе тяжести, они не равны друг другу. Поэтому вопрос, что же тогда делать? А тогда, вот давайте первый способ решения. От нас требуется всего лишь вспомнить, как по определению у нас будет выражаться А в проекции на ось X. То есть давайте я здесь запишу способ 1. Способ 1. Потом мы в конце запишем способ 2. Ну и пишем тогда третий пунктик. Сейчас вы поймете, в чем будет заключаться способ. Способ нахождения как раз проекции ускорения. Потому что, как вы понимаете, так как мы хотим найти силу t, то нам же все получается известно, кроме А в проекции на ось X. То есть нам неизвестна только проекция нашего ускорения на ось X. Вот она. Это наше самое главное. Это то, что мы с вами хотим найти. Найдем это, получим ответ. И вот здесь есть несколько способов того, как это можно искать. Поэтому погнали первый способ. Мы с вами вспомним, что по определению, что такое вектор А? Вектор А по определению это есть скорость изменения скорости. То есть можно записать как дельта V маленький вектор по дельта T, где дельта T, в свою очередь, должно стремиться в ноль. Что это я записал? Это я записал отношение изменения скорости за маленький промежуток времени, где это мы берем очень-очень маленький промежуток времени. Но на самом деле, чтобы красивее это записать, чтобы меньше писанины было, люди пишут так. Это будет dv вектор, деленное на dt. То есть символ d, он обозначает ту же самую дельту, просто очень-очень-очень-очень маленькую. Окей? Ну и тогда, в чем прикол? Если мы с вами спроецируем вектор А на ось X, то есть это будет AX, то, как вы помните, когда мы с вами проецируем какое-то соотношение, мы просто значок вектора убираем, индекс x приписываем. Поэтому здесь я и получаю, что AX у меня будет выражено как dvx, деленное на dt. О, как круто! То есть мы с вами получили связь между AX и dvx по dt. Но мы с вами знаем, как у нас выражается скорость маленькая. Ну, давайте попробуем. А что-то еще можно написать? Конечно, мы же с вами знаем, что vx, то есть проекция нашей скорости на ось X, это просто будет v маленькая. Поэтому тогда отсюда я могу переписать, что проекция нашего ускорения на ось X будет выражена как просто скорость изменения нашей скорости. Причем модуля скорости. О как! То есть получается, это будет производная по времени нашей скорости. Можно так записать, либо можно записать еще как v с точкой. Вот как. То есть получается, наша задача всего лишь найти производную по времени от этого выражения. Вот и все. То есть нужно просто действовать согласно определениям, и все будет готово. Кстати, именно на вот этом моменте все ступорятся, потому что вот это люди пишут, а дальше такие, а что делать? А вот как раз дальше вот требуется именно вот это. Кстати, именно вот эта идея, она применялась на финале России в 10 классе. Да. Как я помню, это должен быть то ли 2010 год, либо 2004. Вроде это был 2010 год, 10 класс. Но там задача как раз была на механику, там вот это применялось в свою очередь. Ну ладно.
Так, ну что ж, давайте тогда поставим и будем считать эту производную, то есть пунктик 4. Мы с вами получаем, что а в проект синус х, как у нас будет выражено? А проект синус х это будет просто производная по времени от вот этого соотношения, как v0 деленное на косинус угла альфа, штрих по времени. Ну и остается тогда это подсчитать. Давайте попробуем это сделать. И посмотрим, что же у нас тогда будет. Во-первых, как понимаете, я v0 могу взять вынести, потому что v0 это постоянная величина. Это очень хорошо. Вот v0 это постоянная величина. И значит, тогда я беру производную от 1 деленное на косинус угла альфа. И все это беру по времени. В чем здесь будет вся загвоздка? В том, что у вас альфа это есть функция от времени. То есть альфа это есть функция от времени. И это важно себе заметить. Поэтому, следовательно, косинус альфа это есть сложная функция. Сложная функция. То есть у вас косинус от альфа от времени. То есть можно это тоже переписать. Косинус от альфа от времени. То есть внутри косинуса у вас еще одна лежит функция. Поэтому мы можем ее назвать как сложная функция. Сложная функция. А производная сложная функция, она считается по обычной формуле, которую мы с вами должны знать. Давайте запишем здесь в пунктике 5. Мы с вами знаем, что если у нас есть f от g от x, то производная всей этой штуки по x как будет вычисляться? Ну, давайте обозначим, что мы берем с вами производную по x. Это мы берем сначала производную функции f по g, а потом помножаем на производную g по x. Ну, или можно, кстати, вот это x убрать, то есть просто оставить g, штрих. И поэтому давайте посмотрим, как у нас в данном случае это будет все вырабатываться. Кстати, ладно, давайте здесь также по скрипту мне. Я напишу, чтобы было понятие. Например, у вас есть функция синус от kx плюс b. И вы хотите от этого всего взять производную по x. У вас сначала есть внешняя функция, это синус, вот она, f маленькая. Синус. И берете производную по g, то есть по этой внутренней функции g. Вот она, g от x. Берете производную по g. Значит, берете производную синуса по g. Ну это что будет? Это просто будет косинус. Значит, будет косинус вот этой g, то есть kx плюс b. А потом, в свою очередь, помножайте на производную g по x. Ну а производная kx плюс b нам известно, это просто будет k. Вот мы с вами нашли производную от синуса. Поэтому давайте вот этим мы здесь как раз и воспользуемся. То есть я-то получаю, что производная от 1 на косинус альфа, это что у нас будет? Во-первых, это мы берем с вами производную по самой как бы внешней функции, это 1 на косинус. Поэтому я тогда получаю, что 1 деленное на косинус угла альфа штрих, это что? Ну, как вы понимаете, это у меня то же самое, что косинус минус 1 альфа штрих по времени t. Тогда я получаю, сначала я беру производную по всей этой внешней функции, то есть 1 на косинус, и получаю, что это будет минус 1 деленное на косинус в квадрате альфа. Помножаю на производную косинус альфа. На производную косинус альфа по времени. Опять, у меня есть внешняя функция косинус, внутренняя функция альфа, которая зависит от времени. Значит, тогда я выражаю следующее. Единственное, у меня как-то криво вышло, да? Ну, ладно, с кем не бывает. Поэтому мы с вами получаем следующее, что 1 деленное на косинус альфа, штрих по времени, у нас будет вычисляться 1 на косинус в квадрате, это мы с вами записали, причем со знаком минус. Помножаем на производную косинус, то есть это будет минус синус угла альфа. И очень важно не забыть еще на производную внутреннюю функцию, то есть на альфа по времени. Но это можно также записать, как просто альфа с точкой. Значит, мы с вами получаем, что это соотношение будет выглядеть так, как синус угла альфа, деленное на косинус в квадрате альфа, помноженное на альфа с точкой. Вот такое выражение для производной мы с вами здесь нашли. Поэтому тогда, а в проект синус x, как у нас будет вычисляться? Нам остается все это подставить, то есть это будет v0 помноженное на производную, то есть это будет v0 на альфа с точкой, на синус угла альфа, и все деленное на косинус в квадрате альфа. Ну и как вы понимаете, остается только взять и что выразить? Выразить альфа с точкой. Это, кстати, тоже будет отдельная задача в данном случае, как найти альфа с точкой. Ну, здесь на самом деле есть несколько разных
пути этого поиска. Но давайте попробуем один из них, в свою очередь, продемонстрировать. Может быть, у меня там место будет, так что давайте попробуем здесь, в свою очередь, это написать. Пунктик 6. Так, ну как это можно будет выразить? Давайте я тогда изображу вот эту нить. И вам напомню, что здесь мы с вами двигаемся со скоростью v0. То есть вот эта точка B у нас двигается со скоростью v0. А точка А у нас будет двигаться со скоростью маленькой, направленная вправо. Так, альфа — это угол между вот этой составляющей. А смотрите, здесь на самом деле есть несколько путей. Это можно реально напрямую посчитать, что у вас произойдет, когда альфа изменится на дельта альфа. За время дельта t, но это будет немножко так долговатенько. Поэтому проще всего это найти просто угловую скорость вращения в этот момент времени вашего тела. Просто в чем прикол? Если вы зафиксировали некоторый уровень, ну или некоторую прямую, вот я зафиксировал вот эту горизонтальную прямую, я отсчитываю угол между нашей нитью и вот этой горизонтальной прямой, то, как вы понимаете, у меня, так как это твердое тело, оно все-таки вращается, оно в данный момент времени имеет какую-то угловую скорость, можно, кстати, показать, где у вас будет располагаться мгновенный центр скоростей, и вокруг этого мгновенного центра скоростей в данный момент времени вы будете вращаться угловой скоростью омега. И вот эта угловая скорость омега, она и будет определять то, как быстро у вас изменяется уголочек альфа. Потому что за время дельта t у вас она изменит направление на дельта альфа. Это как раз вследствие того, что у вас тело повернулось. Вот. Поэтому можно это выразить двумя, кстати, способами. Но давайте вот этот второй способ, может быть, я его в конце расскажу. А первоначально мы давайте с вами попробуем найти мгновенный центр скоростей. И вместе с ним тогда работать. Я, правда, единственное не знаю, какой бы цвет тогда взять. Чтобы, знаете, было прям видно. А то я здесь взял, написал. Давайте тогда попробуем так. Чтобы определить мгновенный центр скоростей, я должен взять и опустить перпендикулярчики из наших точек. Так, сюда. То есть вот мы с вами получаем, что здесь, в этой точке, у нас с вами будет располагаться мгновенный центр скоростей. Можно попробовать это как-нибудь здесь отметить. Мгновенный центр скоростей. Ну или можно также это обозначать как мгновенный центр вращения, как захотите. Получается, в данный момент времени у вас это твердое тело, оно берет и вращается вокруг этого мгновенного центра скоростей с некоторой угловой скоростью омега. Да, я надеюсь, вот это, когда отрыв здесь не мешается все-таки. Но самое важное, что у вас здесь ваше твердое тело вот так вот берет и вращается с угловой скоростью омега. И вот эта угловая скорость омега, она на самом деле будет выражаться как дельта альфа по дельта t. То есть она будет определять то, как быстро будет меняться именно вот этот уголочек альфа. Потому что еще раз мы его с вами отмеряем от неподвижного горизонтального уровня. Если бы этот горизонтальный уровень как-то еще менялся, то тогда был бы спорный вопрос. Но так, это как раз вы вращаетесь, и это будет определять, как быстро меняется вот этот уголочек альфа. Значит, наша задача всего лишь найти нашу угловую скорость омега. Ну, давайте здесь поиграемся. Что можно здесь определить? Мы с вами вспомним, что здесь-то у нас 90 градусов, правильно? Угу. Давайте обозначим, что длина нашей нити, она будет выражена как L большое для удобства. И при этом мы с вами знаем, что здесь у нас с вами будет уголочек альфа. Но так как здесь я опустил перпендикуляр, значит здесь у меня будет уголочек 90 минус альфа. Давайте двумя дужками я буду обозначать 90 минус альфа. Тогда у меня здесь образуется такой прямоугольный треугольник. Я могу сказать, что здесь у меня будет уголочек альфа. Единственное, как бы это здесь обозначить, давайте, ладно, вот этим цветом. Вот он, уголочек альфа. И тогда здесь у меня L большое, то есть это у меня один катет, вот у меня будет второй катет. Как его можно найти? На самом деле можно здесь найти связь между тангенсом либо котангенсом, и тогда будет все прекрасно. Хотя можно и через это найти. Да, давайте все выражать через v0, так будет чуть проще. Что мы тогда с вами получаем? Угловая скорость, вот мгновенная угловая скорость, то есть в данный момент времени мы будем с вами вращаться вокруг мгновенного центра скоростей с угловой скоростью омега, выражаемой как v0, деленное на вот это расстояние. То есть это v0, деленное на, давайте обозначим расстояние d маленькое. Вот это расстояние мы с вами хотим найти. Вот оно d маленькое. Ну а как его можно найти? Вспомним, что тангенс альфа, или давайте котангенс напишем. Котангенс это d деленное на L. То есть котангенс альфа это у нас будет d деленное на L. Поэтому отсюда мы с вами мгновенно получаем, что оказывается d маленькое. Это будет L помножено на котангенс альфа. Прекрасно.
Тогда подставляем вот это значение d маленькое сюда и получаем, что угловая скорость вращения нашего твердого тела в данный момент времени выражается как v0, деленное на L большое, котангенс угла альфа. Все. То есть мы с вами знаем омега, это то же самое, что мы с вами знаем альфа с точкой. Выраженное причем через все нам известные величины. Остается это поставить вот сюда, и мы с вами получим ответ. Можно как-нибудь даже сюда поставить, но на самом деле хотелось бы чуть-чуть красивее. Поэтому давайте некоторую часть я здесь сотру, и тогда поставим. Но, что хотелось бы уже отметить, что, как вы видите, первоначально все таилось просто на вот этом секрете про проекцию нашего ускорения на ось X. Это тупо определение dvx по dt. Отсюда нашли вот эту производную, выразили. Самое главное, что нужно не забывать, это про альфа с точкой. И выразив уже альфа с точкой через угловую скорость вращения вашего твердого тела, то все, АЧФ, все прекрасно. Самое главное, чтобы вот этот уровень, относительно которого вы будете отсчитывать этот уголочек альфа, он не менялся. Кстати, как вы можете заметить, я написал, что омега это будет дельта альфа дельта, то есть просто альфа с точкой. Так как у вас альфа, он растет. Если бы у вас альфа падал, например, я выбрал бы вот здесь вот уголочек альфа, к примеру, ну или вот это давайте назовем уголочек бета, то я бы написал бы минус угол бета с точкой. Почему? Потому что у вас происходит вращение в этом направлении, вот сюда вращение происходит, но при этом уголочек бета будет с такой скоростью изменяться, но он будет уменьшаться. Поэтому я тоже буду ставить минус, если у вас угловая скорость, если у вас уголочек бета уменьшается. Окей? Потому что у вас омега это что-то положительное, вы всегда считаете, и не может быть так, чтобы омега равнялась какому-то отрицательному числу. Все, я давайте сейчас чуть-чуть отойду, вы заскриншотите, и все преобразуется. Бум. Все, немножко почистили нашу доску. Я записал основополагающее соотношение, что мы с вами получили в это. Есть v0 на косинус альфа, а проект на ось X это синус альфа, v0 на альфа с точкой, косинус в квадрате альфа, альфа с точкой это как раз вот это выражение. Тогда давайте как раз поставим наше AX. Это у нас будет какой пунктик? Это пунктик 6, да? Значит, пунктик 7 мы получаем выражение для AX. AX это будет. Поставляем наше альфа с точкой в это выражение. Получаем, что это будет синус альфа, помноженное на v0, деленное на косинус в квадрате альфа. И теперь помножаем все это на альфа с точкой. То есть v0, деленное на L большое, котангенс альфа, это будет косинус альфа. А значит, сюда наверх у нас перешвартовывается синус альфа. Ну, вы можете мне, конечно, сказать, что стой, что-то здесь не то. Конечно, не то. L большое осталось выразить. Ведь мы же с вами знаем, что вот длина нашей нити пусть будет L большое, и тогда, зная соотношение для высоты, зная соотношение для L большое и при этом уголочек альфа, то мы с вами можем еще также записать, что при этом у нас L большое, помноженное в свою очередь на синус угла альфа, это будет h. Значит, тогда я мгновенным образом получаю, а как у меня выражается L большое? То есть L большое это будет h, деленное на синус угла альфа. Просто великолепно. Поставляем теперь сюда, и у нас получается, конечно, наше выражение для а в проекции на ось X. Это будет выражено как v0 в квадрате. v0 в квадрате деленное. Давайте сразу поделим на h большое. И теперь вот такая красота в виде синусов и косинусов. Так, ну мы с вами видим, сверху у нас будет синус в кубе, синус куб альфа, а снизу у нас будет косинус в кубе альфа. Вы можете спросить, откуда синус куб? Потому что, смотрите, раз синус, два синус. Когда я L большой вот сюда поставляю, вот сюда, у меня синус перешвартовывается в числитель. Значит, у меня будет 3 синуса. То есть я тогда получаю, что а проект на ось X это будет v0 в квадрате на тангенс в кубе альфа, деленное на h. Ну и тогда остается в 8 пунктике поставить наше выражение из второго закона Ньютона. Мы с вами получали, что МАХ, давайте еще раз запишу, помните, мы с вами получили, что МАХ это будет t на косинус угла альфа. Поэтому отсюда я получаю значение для нашей силы натяжения нити t. T будет выражено как МАХ деленное на t, МАХ деленное на косинус альфа, значит будет m v0 в квадрате на тангенс в кубе альфа, все деленное на h косинус альфа. Все, вот мы с вами получили ответ для силы натяжения нити. Вуаля, готово. Просто великолепно. А, конечно, вы можете меня здесь спросить, стой, Глеб, а можно ли было как-то по-другому? Потому что есть же там тангенциальное, нормально. А есть ли вообще здесь нормальное ускорение как-то? Давайте про это также поговорим, потому что я помню, когда я сам впервые решал, я про это тоже задумался. Поэтому давайте мы также с вами покачаем нашу задачу и под скриптом. Мы с вами вспомним, что вектор А у нас раскладывается на тангенциальную компоненту
нашего ускорения, то есть АТАУ, плюс нормальную составляющую нашего ускорения, АН. Правильно? И при этом у нас АТАУ должно быть параллельной скорости, а АН должно быть перпендикулярной скорости. Ну и что мы можем здесь записать? Ну смотрите, АН это что? По модулю это будет v в квадрате, деленное на радиус кривизны ρ. Нашей траектории. Но в данном случае траекторией нашего движения является прямая. Прямая, не окружность никакая. Потому что многие начинают думать, что какая-то окружность. Да нет, здесь нет никакой окружности. Вы двигаетесь тупо вдоль прямой. Вот прямая. Даже не знаю, чем бы это здесь попробовать вам отметить. Давайте, может быть, желтеньким. То есть мы с вами двигаемся вот. Вдоль прямой, вдоль прямой, вдоль прямой, вдоль прямой. У нас траектория является прямая. Траектория. Траектория. Во как. То есть это у нас является траектория. А значит, тогда радиус кривизны нашей траектории, чему он равен? Он, в свою очередь, равен бесконечности, потому что у вас окружность, по которой вы будете здесь двигаться, просто бесконечного, огромнейшего радиуса. То есть вы тогда получаете, следовательно, так как движение вдоль прямой, движение вдоль прямой, то мы с вами получаем, что радиус кривизны ρ, он будет равен бесконечности. Ну, формально бесконечности. А следовательно, АН, когда вы сюда поделите на бесконечность, конечно, вы получаете просто 0. То есть у вас нормальное ускорение при движении вдоль прямой равняется нулю. А следовательно, у вас полное ускорение будет чисто совпадать с тангенциальным. Ну и как вы можете здесь заметить, получается у нас будет вот А-вектор, который параллелен нашей скорости. Правильно? И оно как раз и будет совпадать с АТАУ. Ну или как минимум можно было это понять просто из рисунка, что мы с вами показали, что вектор А у вас направлен вдоль горизонтали. И поэтому отсюда, конечно, будет следовать, что никакой нормальной составляющей вашего ускорения здесь тупо просто нет. Нет. И даже если вы будете проецировать вектор А на направлении нити, ну что это будет здесь? Да это здесь ничего не будет. Потому что вот ваше АТАУ, оно параллельно вашей скорости, а n здесь вообще никакой нет. Это важно себе как-нибудь отметить. Ну поэтому отсюда по модулю у нас А, это просто будет АТАУ. Но как вы помните, это будет скорость изменения модуля скорости. То есть модуль дельта V на дельта T. Очень важно, что здесь dv, то есть изменение модуля скорости, то есть изменение того, как быстро изменяется длина вашей стрелочки. Понятно? То есть то, как быстро меняется длина вашей стрелочки. Ну, так я беру по модулю, получается здесь, конечно, модуль. Но при этом, так как v растет, следовательно, ну, v по модулю растет, значит, dv по dt это положительная величина. Но, следовательно, вы получаете, что АТАУ, выражено как А, это просто будет dv по dt. Знакомо? Это как раз мы поставляли сюда в AX. Вы можете спросить, ну там-то было проекция ускорения, но в чем прикол? У вас А в данном случае совпадает с AX. То есть у вас проекция ускорения в данном случае совпадает с А, потому что вектор А параллельно с X. То есть можно себе записать, что так как вектор А сонаправлен с осью X, поэтому отсюда я и получаю, что проекция нашего ускорения А на оси X просто будет А. Но отсюда вы опять получаете вот это выражение как dv по dt. Это вот в виде подскриптума такого можно было здесь записать. Окей? Все, это мы с вами выразили. Это прекрасно. Давайте вместе с этим попробуем тогда решить вторым способом нашу задачу. То есть это мы с вами решили первым способом, нашли силу натяжения нити. Ну и в самом конце, конечно, найдем, когда будет отрыв. Но теперь будет интересно, а как вторым способом-то выразить наше натяжение нити? Ну, давайте попробуем. Ну что, я немножко стер нашу доску, перейдем тогда к способу 2. Я напомню, что мы с вами уже получили ответ для силы натяжения нити Т, но давайте я покажу второй способ того, как найти вот эту проекцию нашего ускорения на ось X. Так, давайте запишем тогда способ 2. Способ 2. В чем его здесь прикол? Здесь прикол будет в следующем. Здесь давайте мы с вами не просто AX будем находить, а что-нибудь помоделируем вообще в этой системке. То есть это вообще второй способ решения этой задачи. Ну, смотрите. Вот мы с вами получаем вот такую системку. Вот наша нить. Здесь у нас располагается точка B,
скорость этой точки у нас будет направлена сюда и будет выражена как v0. А здесь вот располагается наш брусочек, правильно? Вот наш брусочек, который будет двигаться горизонтально со скоростью v маленькая. Ага, ну вот эти силы мы уже с вами изобразили и так далее. Но на самом деле хотелось бы чуть-чуть сделать как-то проще. А можно ли как-то сделать проще? То есть то самое как раз здесь вращение. Можно ли как-то сделать? Можно. То есть давайте мы возьмем и перейдем в систему отсчета, где у вас точка B, она будет покоиться. Тогда в этом случае у нас будет происходить вращение вокруг точки B, как раз таки нашего грузика, только я увидел точки здесь изобразил. Вот наш грузик. То есть наш грузик будет как раз таки вращаться вокруг точки B. Прикольная же идея, да? Поэтому давайте я еще раз изображу здесь L большое. И здесь мы напишем с вами, что переходим, или переход в систему отчета машинки, только которая будет, знаете, немножко странно, в свою очередь, двигаться. То есть вот у нас будет здесь машинка. И вот машинка, давайте мы обозначим, что она будет двигаться со скоростью v0, причем направлена вот сюда. Вот будет наша скорость v0, с которой будет двигаться машинка. Да, в этом случае скорость точки B, она у нас будет равна нулю, а скорость нашего бруска, как вы понимаете, она должна быть как v-отон, она должна быть перпендикулярна нашей нити. Но это на самом деле также и будет выражаться, то есть вы можете подумать, что, а вдруг там что-то ломается, не ломается. На самом деле все будет хорошо. Давайте попробуем это записать даже с точки зрения закона сложения скоростей. То есть записываю закон сложения скоростей. Я вам напомню, что v абсолютная скорость, в данном случае давайте мы обозначим, что это v маленькая вектор. Она складывается из v относительной скорости плюс как раз переносная скорость вашей системы отсчета. В данном случае переносной системой отсчета является у нас машинка, которая двигается поступательно, поэтому это мы можем взять как просто скорость нашей системы отсчета v0. Тогда я получаю, что v относительный вектор это просто будет как v маленькая вектор минус v0 вектор. Ну давайте попробуем это здесь проиллюстрировать себе. То есть у меня был вектор v, направленный сюда. И теперь к нему я прибавляю минус v0. То есть минус v0 вектор. Минус v0 вектор будет идти параллельно моей нити куда-то сюда. Это будет минус v0 вектор. О, здесь давайте, ладно, вектор v краски поставим, чтобы было четенько. И тогда я получаю, что наша вот эта новая относительная скорость v, она будет направлена вот сюда. Вот сюда будет направлена наша v относительная. И это вот он, и реально будет перпендикулярно нашей нити, потому что у нас будет происходить вращение вокруг точки B, которая неподвижна. Неподвижна. Не под В. И поэтому здесь мы с вами понимаем, что вот у нас происходит некоторое тоже вращение с некоторой угловой скоростью омега. Это, кстати, будет та же самая угловая скорость омега, потому что когда вы переходите в поступательно движущуюся систему отсчета, у вас угловые скорости, они не меняются. Если у вас система отсчета новая, она бы двигалась как-нибудь с некоторой другой угловой скоростью своей, то у вас бы угловая скорость поменялась. Но в данном случае у вас угловая скорость не меняется. Поэтому вот эта нить, как она вращалась с угловой скоростью омега, так она и будет. Вот это важно себе отметить. Так, ну и что здесь будет, кстати, с точки зрения уголков? Здесь уголочек альфа, здесь уголочек альфа. Поэтому, как видите, соотношение между тем, что v помноженное на косинус угла альфа, это будет v0, оно не поменялось. То есть физика работает, все отлично, все тоже превосходно. И тогда и правда у нас происходит вращение точки B. То есть мы можем с вами записать, не знаю, какой там был пунктик, давайте пунктик А. Теперь пунктик Б. После перехода в СО, после перехода в систему отсчета машинки, получается, после перехода в инерциальную систему отсчета, ИСО, потому что, и правда, мы же будем с вами двигаться постоянно скоростью v0. Вот, раз она постоянная, то наша машинка будет являться инерциальной системой отсчета. Инерциальная система отсчета, давайте также изображу вот эту машиночку. Конечно, мои художественные способности здесь не сильно большие, но ладно, хоть как-то здесь будет лучше. Так, изображаем-то вот эту скорость v0. Так, после перехода на инерциальную систему отсчета нашей машинки, что у нас происходит? Брусок движется по окружности. Брусок движется по окружности. Движется по окружности. По окружности.
радиуса L большое и центром в точке B. Вот мы с вами как раз это пояснили, что после перехода на рациональную систему отсчета у нас происходит движение вокруг точки B. Угу. Ну, как вы понимаете, так как мы переходим на рациональную систему отсчета, то с точки зрения ускорений у нас ничего не меняется, то есть полное ускорение у нас не изменяется. Нормальные тангенциальные составляющие, они могут появиться, это ничего страшного, а вот полное ускорение не меняется. И при этом силы у вас, ничего здесь не поменяется. То есть какие были силы, такие и остались. Давайте мы их здесь тогда тоже изобразим. Единственное, тут зеленый как-то не подойдет, поэтому можно попробовать их как-нибудь здесь тогда изобразить, да? Хотя давайте просто сделаем новый рисуночек. И что я тогда получаю? Вот у нас будет неподвижная точка B, вокруг которой все это будет вращаться. Вот у нас здесь будет этот брусочек. Тогда, во-первых, как мы с вами поняли, у него будет относительная скорость, которая будет направлена перпендикулярно нашей нити. Давайте это мы также изобразим. Вот наша вот он, кстати, которую можно легко найти. Вот он вектор. После этого давайте запишем силы. Вот на сила t, которую мы с вами хотим найти. Вот на сила t вектор. Вот у нас будет нормально составляющая сила n. То есть у нас здесь ничего не меняется. Как было сила n направлена туда, так и осталось. Так, вот наша будет сила тяжести, маленький же вектор. Угу. Также давайте вместе с этим я покажу вам вот эту поверхность горизонтальную. Вы можете подумать, а что произойдет с горизонтальной поверхностью? Просто в чем прикол? У вас горизонтальная поверхность теперь будет двигаться со скоростью v0, направлена вот сюда. Вот она, со скоростью минус v0. То есть с этой скоростью у вас будет двигаться вот эта горизонтальная поверхность. Отсюда и возникнет, что относительно горизонтальной поверхности вы будете двигаться, как и двигались. Поэтому n, конечно, у нас будет здесь вертикально. При этом ускорение у вас полное, оно не поменяется. То есть полное ускорение у вас никак не поменяется. Как было полное ускорение направлено сюда, так и осталось. То есть полное ускорение у вас не поменялось. Но в этом случае, так как у вас происходит теперь движение по окружности, у вас появляется нормальная составляющая вашего ускорения. Да-да-да, она появляется, потому что в данном случае вот вы двигаетесь по окружности. По окружности. Причем радиуса какого? Радиус этой окружности, это будет как раз длина вашей нити L большое. Поэтому тогда давайте запишем в этом случае второй закон Ньютона. Но здесь будет проще всего записать в проекции на нашу нить, может быть, да, либо в проекции еще на что-нибудь. Но в проекции на нить мы с вами получим АН, это будет удобно. Вот. А если мы запишем в такую проекцию, то у нас просто будет Т, Н, МЖ. Да-да-да, давайте попробуем как-нибудь так тогда связать. То есть я веду несколько таких осей, только здесь будет очень удобно вести нестандартные некоторые оси, чтобы было как-нибудь просто покрасивее да поудобнее. Сейчас я только выберу, каким бы маркером все это записать. Давайте тогда желтеньким, почему бы и нет. Желтенького у нас не было. Так, тогда давайте я изображу вот такую ось. X, давайте обозначим x1. И вторую ось у нас x так и была, да? Только мне бы удобнее будет в вертикальном составляющем, да? Давайте вот так просто оставлю. И вот веду вот эту ось Y, которая у нас была. И вот ось Y я оставлю то же самое. Просто веду некоторую дополнительную ось X1. Я же не обязан все время строить перпендикулярно друг другу оси. Я могу их ставить как захочу. И здесь будет удобство проекции на ось Y, что у меня проекция ускорения будет равна нулю, а проекция на ось X1 у меня проекция моего ускорения это просто будет AN. Поэтому в этом случае мы с вами записываем, что проекция на ось x1. Второй закон Ньютона как будет выражаться? Это будет m помноженное на an. Потому что проекция моего ускорения на ось x1 это будет нормальная составляющая моего ускорения. Можно также как-нибудь здесь опустить вот такой перпендикулярчик и сказать, что вот это будет как раз-таки an вектор. А вот если я вот так тоже опущу, вот перпендикулярчик, вот у меня будет an, то в данном случае вот у меня будет атау. Да, в этом прикол, что у вас возникает АН и атау. То есть при переходе в разные системы отсчета у вас, инерциальная система отсчета, полное ускорение не меняется, но при этом могут возникать и исчезать АН и атау. Получаем, что МАН у нас будет выражено как сила Т
Потом здесь мы с вами вспомним, что у нас будет уголочек 90 минус альфа, потому что угол между нитью и горизонталью будет уголочек альфа, поэтому здесь уголочек 90 минус альфа. Так, как бы здесь обозначить, вот он, уголочек альфа. Угу. Поэтому это у нас будет что? Проекция на ось х1. n на косинус 90 минус альфа плюс n на косинус 90 минус альфа. И при этом еще сила тяжести минус mg на косинус 90 минус альфа. То есть если я вот здесь в данном случае так продлю, вот так вот продлю, то я тогда получаю, что здесь у меня тоже будет 90 минус альфа, а значит тогда это будет минус mg на косинус 90 минус альфа. Так, выражаем и получаем, что m, а n это будет t плюс n на синус альфа и минус mg на синус альфа. Причем где? Где? А n как можно будет выразить? Конечно, это будет просто v относительное. V относительное в квадрате. И все это деленное на радиус кривизны, в данном случае это будет L большое. То есть можно было бы, конечно, пойти вот таким способом, выразив через это, но только нам остается выразить силу n. Ну а здесь будет проще всего... хотя, кстати, можно было ввести ось перпендикулярную оси x1, тогда мы бы с вами сразу же выразили силу n. Но тогда нам требовалось бы знание про ускорение. Поэтому, так как я не хочу знания про ускорение, не хочу еще раз его как-то находить, то давайте вот проецировать на ось y. Итак, проекция на ось y. Я получаю, что это будет, конечно, n плюс t на косинус 90 минус альфа, ну или это у нас было t на синус альфа, минус mg равнялось 0. Отсюда я знаю силу n. n будет mg минус t синус альфа. Тогда поставляем эту силу n сюда и получаем, что тогда m помноженное на v относительное, которое мы можем тоже выразить, v относительное в квадрате, деленное на L большое. Это будет сила t, которую мы с вами хотим найти, плюс n синус альфа, то есть плюс m маленькое g синус альфа. Это я послал вот это нижнее выражение вот сюда, вот это нижнее выражение вот сюда. Так, минус еще t синус альфа в квадрате, синус в квадрате альфа, и минус mg на синус альфа. Во! И как вы видите, у нас получилось уравнение просто относительно t, потому что вот он из данного рисуночка, кстати, очень элементарно будет находиться. Давайте вместе с этим даже, правда, реально сразу же вот он найдем. То есть отсюда вот он как можно выразить. Мы с вами видим, что тангенс альфа это есть вот он, деленное на v0. Значит, вот он это просто будет тангенс альфа помноженное на v0. То есть это будет v0 на тангенс альфа. Потому что если здесь посмотреть, тангенс альфа это вот он, деленное на v0. Вот он, деленное на v0. Ну вот. Это мы с вами также будем знать. Ну раз это мы с вами знаем, вот он мы с вами знаем, L большое мы с вами знаем, то на самом деле мы уже можем с вами получить ответ для силы t. Кстати, давайте я заодно mg синус альфа здесь тыдык и уберу. О, какая красота! Просто элементарно. Поэтому давайте там сотру, и мы с вами досчитаем. Все, стерли. Также давайте получим уже наконец наш ответ. Получаем, что m v относительное в квадрате. Вот он, мы с вами знаем, это v0 в квадрате. v0 в квадрате на тангенс в квадрате альфа. Тангенс в квадрате альфа. Все деленное на L большое. L большое мы с вами выражали. Как вы помните, у нас получилось следующее. L большое на синус альфа это будет h. Да? Где-нибудь, давайте, ладно, и здесь также напишем, что L большое на синус альфа. Это мы с вами уже писали, но давайте еще раз. H. Поэтому я тогда получаю, что L большое это будет h на синус угла альфа. Это мы уже с вами получали, поэтому поставляем сюда наше L большое. Значит, это будет деленное на h, помноженное на синус альфа. А теперь это будет что? t минус t синус в квадрате. А 1 минус синус в квадрате альфа, как вы помните, это будет косинус в квадрате альфа. Ну, давайте я еще раз запишу. То есть это будет 1 минус синус в квадрате альфа. А вот это соотношение нам уже должно быть известно. То есть это же косинус в квадрате альфа. Тогда делим и получаем наш, наконец-то, конечный ответ для силы t. Сила t будет выражена как m v0 в квадрате, деленное на h, помноженное на тангенс в квадрате альфа, на синус альфа,
и на косинус в квадрате. Только давайте вот так запишу. Косинус и косинус. А эта штука будет тангенсом. Поэтому, получаем тот же самый ответ. То есть mv0 в квадрате, тангенс в кубе альфа, все деленное на h косинус альфа. То есть мы с вами получили ровно такой же ответ для силы t. И как видите, мы просто перечислили в другую систему отсчета. Это реально вот магия настоящая нашей инерциальной системы отсчета. Если мы с вами переходим в другую инерциальную систему отсчета, полное ускорение не меняется, но, правда, да, возникает АН и АТАУ, но при этом траектория становится такой вот довольно интересной, и здесь мы уже с вами все знаем. То есть, как видите, здесь даже без дифференцирования можно было решить эту задачу, то есть ничего дифференцировать здесь не нужно было. Но предыдущий способ это как раз был напрямую. Но здесь, кстати, вы могли второй закон так не писать. Вы могли бы в этой другой инерциальной системе отсчета просто найти. А вы спросите, как? Как? На самом деле легко. Мы знаем АН, знаем угол между вектором А и N. Поэтому вы могли бы это второй закон Ньютона не писать. И оставить тот второй закон Ньютона, который мы писали с вами в первоначальном случае. Там первоначально то, что мы с вами записали. И просто, найдя А, подставить куда надо, и все. Поэтому давайте здесь попробуем это под скриптом себе записать. Конечно, попробуем это, наверное, другим цветом выразить. Давайте под скриптом. Мы же с вами получаем, что вот наше А будет выражаться так. То есть вот наш вектор А. И вот здесь у нас получилось так, что будет вот он АН. Ну а здесь, конечно, будет АТАУ. Но это если так, прям строго записывать. И при этом здесь уголочек альфа. Поэтому, так как здесь у меня 90 градусов, то АН это просто будет А помноженное на косинус угла альфа. Поэтому отсюда я мгновенным образом могу получить значение для нашего полного ускорения. И без всякого дифференцирования. То есть это просто будет АН деленное на косинус альфа. Видали как, а? Это реально очень интересно. То есть можно было вот этот второй закон Ньютона здесь не писать, а просто записать второй закон Ньютона здесь, и потом просто найти А. Все. И поставить тогда наше выражение. АН. Это у нас было что? Это вот эта штучка, да? В 0 в квадрате. На тангенс в квадрате альфа, то, что мы с вами писали. На синус альфа, то делен на косинус, но это еще один тангенс. Все делено на h. Но, как видите, мы реально получили тот же самый результат для нашего полного ускорения, что мы с вами получали через дифференцирование. То есть, видите, мы с вами решили реально двумя способами нашли вот это ускорение. И это просто бомбезно. Ну и как вы там помните, нам остается просто полное наше ускорение поставить в наш проект, потому что AX это было просто А. И там уже через первый способ это спокойно решать. Но, как видите, вот такие задачи реально насыщенной физики можно решать разными способами. И вот эти разные переходы в разные инерциальные системы отсчета, ну это реально же круто. Прям, белиссимо. Ну ладно, на самом деле здесь остается буквально третий вот этот пунктик, при каких соотношениях у нас не будет отрыва, но он уже просто является уже просто конечным, чтобы понять, как вообще до самого конца можно проанализировать задачу. Поэтому давайте финальный раз чищу и получаем уже наши конечные ответы. Ну и перейдем к финальной части, это поймем, а при каких условиях нашей задачи произойдет отрыв нашего брусочка. Так, ну давайте мы вспомним, что мы с вами получали соотношение для силы n. Не знаю уже какой пунктик. Давайте будем считать, что это будет 9-й пунктик, к примеру. И попробуем записать соотношение какое-нибудь для силы n. Ну, мы помним из второго закона Ньютона, из 2Zn. Проекция на ось y мы с вами получали, что n плюс t на синус альфа. Плюс t на синус альфа. Минус m маленькое g это будет 0. Зачем я это записал? Потому что я с вами знаю, что происходит отрыв в момент, когда сила n, она занулится. Поэтому наша задача будет выразить силу n. Тем более, что силу t мы с вами знаем. Ну и тогда, зная силу t, давайте все поставим. Получаем, что наша сила n будет выражена как m маленькое g минус t на синус альфа. Давайте поставим наше t. Это будет m в 0 в квадрате на тангенс в кубе альфа. Тангенс в кубе альфа. Все это деленное на h большое на косинус альфа. Только давайте сразу поставим следующее, что у нас будет здесь синус, а здесь косинус. Косинус взялся вот отсюда, отсюда косинус, а отсюда синус. И как видите, опять у нас возникает тангенс, поэтому сила n у нас будет выражена как m маленькая на g минус, m маленькая я смог здесь вынести, на g минус v0 в квадрате, деленное на h, и на тангенс
четвертой степени альфа. Ну и как вы понимаете, при каких условиях у вас не будет отрыва. То есть отрыва нет. Отрыва нет. При числе n больше нуля. А значит тогда вы получаете, что при условии, что g у вас будет больше, чем v0 в квадрате, деленное на h и на тангенс альфа четвертой, или лучше давайте через тангенс выразим, то есть следовательно тангенс четвертой альфа, если меньше, чем v0 в квадрате, деленное на gh, то при таких альфа отрыва нет. При таких альфа отрыва нет. Отрыва нет. Ну а значит, при каких альфа отрыв есть? Отрыв есть. Отрыв есть. При альфа таких. Давайте двоеточие поставим. Получаем, что у нас тангенс четвертой степени альфа должно быть больше, чем v0 в квадрате, деленное на gh. Вот и все. Вот мы с вами полностью проанализировали данную задачу. Просто волшебно. Поэтому давайте нам остается только записать ответ. Ответ. Пишем. Первое. Нам будет известно, что v маленькая. Это будет v0 на косинус альфа. v0 на косинус альфа. Второе. Нам будет известно, что сила начальной нити t, которую мы с вами смогли найти несколькими способами, будет выражена как m v0 в квадрате на тангенс в кубе альфа. И все это, в свою очередь, мы делим на h косинус альфа. А в третьем пунктике пишем, что отрыв будет при тангенс альфа, ну или тангенс четвертой альфа, больше либо равный v0 в квадрате, деленное на gh. Ну или лучше даже написать, что отрыва нет при обратном. Или отрыва нет при тангенс четвертой альфа меньше, чем v0 в квадрате, деленное на gh. Можно написать все, что угодно из этих частей. Я лично бы поставил, наверное, нижнее. Единственное, я просто не помню, какой-то был вопрос. Я бы поставил, честно, нижнее, потому что оно и визуализирует, какие углы альфа у нас вообще должны быть. То есть, как вы понимаете, если брусочек там довольно далеко, то есть альфа еще довольно маленький, то никакого отрыва нет. Если уже альфа какой-то большой, то происходит отрыв. Так что на этом вся наша задача готова. Ну реально, вот оценить по 10-бальной шкале, вот в комментариях напишите по 10-бальной шкале, как вам эта задачка. То есть на первый взгляд реально, ну, всего лишь просто у нас брусочек его тянут. Все. Всего лишь-то. Но нет. Посмотрите, сколько здесь физики. Во-первых, мы с вами смогли найти ускорение через просто производную, тупо по определению. Либо, еще немножко подумав, можно перейти в другую систему отсчета и понять, какую угловую скорость там будет что вращаться. Кстати, да, вот эту угловую скорость можно было бы также выразить. То есть давайте я вам напомню. Это, наверное, единственное, что я там забыл записать, что у вас есть точка B, у вас происходит вот это вращение, ну, в той самой системе отсчета с угловой скоростью омега. И краски происходит вот так вот. То есть вот наша V относительная. Вот эта угловая скорость омега, она и будет выражена как V от n, деленное на L большое. То есть можно было, как вы помните, через мгновенный центр скоростей, но можно было бы и сделать так, потому что угловая скорость, она у вас не меняется при переходе в разные системы отсчета, которые движутся поступательно. Все. И вы могли бы этим тоже пользоваться там, где вы хотели. Потому что как раз-таки здесь и видно, что вот этот уголочек альфа, его скорость изменения, это будет наша угловая скорость, то есть альфа с точкой. Это как раз здесь ясно видно. То, как быстро меняется этот уголочек альфа, будет характеризовать угловая скорость омега. Все. Так что на этом вся наша задача готова. Мы все с вами полностью проанализировали, покачали и, я думаю, покайфовали. Ну, а теперь давайте подведем итоги. Ну что, все, наш ролик подходит к концу. Я вас поздравляю. Ролик вышел реально мощный. Задача, ну, реально, как видите, настоящий просто огонечек. Поэтому напишите в комментариях, как вам эта задача, то есть, как бы вы ее решали. Если вы реально сядете, вот попробуйте ее решать через разные методы, то есть через проекцию или через как раз переход в другую систему отсчета, как бы вы ее решали, или вообще, может быть, у вас не получилось, или вы ее, может быть, в школе как-нибудь пробовали решать и не получилось. Вот напишите свой опыт, связанный с этой задачей. Также пишите в комментариях свои предложения тех задач, которые хотели бы, чтобы я также разобрал на YouTube. И при этом я вам напомню, что кто хочет
также мощно и жестко шарить за механику, потому что все это будет для вас реально очевидным тогда, то переходите по ссылочке в описании и записывайтесь на мою супер олимпиадную смену Ньютон по механике, где мы с вами жестко заботаем всю механику для олимпиад любого класса, 9, 10, 11 класс, чтобы ты за это шарил. Ну и если ты сдаешь ЕГЭ по физике в этом году, то для тебя будет другая ссылочка, интенсив флэш, который начнется уже 15 мая и будет жестко готовить тебя к ЕГЭ по физике. Чтобы ты исполнил все необходимое оформление и понял, как нужно правильно оформлять, чтобы ни один балл у тебя не забрали за это, а то будешь такой типа «на, держите мои баллы, я умею решать задачи, но на, держи мои баллы». Нет, там есть своя специфика, это мы всему с вами научимся. Ну и вместе с этим ты вспомнишь, как решаются задачи, научишься этому, если раньше как-то слабо этим владел, и повторишь всю необходимую теорию. Так что на этом-то всем счастья, мира, добра, любви, пусть все у вас будет прекрасно, сказочно, волшебно. Пока-пока.